Здравствуйте. Канал Masters of Body снова с вами. Маша, скажи здрасте. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Мария, это подопечная Андрея, и с помощью Маши, Андрея, так сказать, и клуба Orange мы сегодня поговорим о таком приспособлении, можно сказать, тренажере, как петли TRX. И выясним, подходят ли они опытным спортсменам, подходят ли они начинающим. Маша, сколько лет ты занимаешься? Год-два? Год. Год в тренажерном зале. С TRX-ами раньше ты не занималась, Маш? Нет. Нет. Поэтому вот именно на Машином опыте, то есть она уже имеет опыт тренировок в тренажерном зале под руководством Андрея, не имеет опыта обращения с этими петлями. И мы сравним, кому подходит больше TRX. Опытным, начинающим, плюсы, минусы и известный миф или не миф, а рекламный заголовок, так TRX заменит вам тренажерный зал. Правда это или неправда? Итак, поехали. Итак, первую часть нашего выпуска мы начнем, естественно, с вопроса, подходит ли петли TRX для новичков. Для этого мы, Марии, предложим упражнения на TRX и аналогичные упражнения с тренажером или с гантельками. То есть, чтобы сравнить, Маша расскажет нам о своих ощущениях, поделится эмоциями, что удобно, что неудобно, что и как дает. И первое начнем, наверное, с самого простого, базового или самого распространенного упражнения. Это тяга или подтягивание в петлях TRX. Начинаем. Так, становись, как тебе удобно. Не, это отжимание. Маш, давай, подтягивание. Упражнение для спины. Оно, в принципе, большинству людей, наверное, самое понятное. Так, Маша у нас первый раз это пробует. Ноги выставляем так, как тебе удобно. И пытаемся тянуть лопаточки. Да, сводим, растягиваемся. Сводим. Сильно высоко не пытайся, ближе в район груди тягу делаем. Угу. И растягиваем лопатку. Работаем от спины. Бицепс пытаемся включать по минимуму. Пэмс. И подтянуться побольше. Если позволяют силы, уходим вместе с тазом, увеличиваем амплитуду. Еще назад, назад, таз. Сейчас ноги поеду. Ноги я подержу. Поехали. Маленький минус в пользу TRX. Нужны резиновые полы. И выдох. Когда тянемся, колени больше можно согнуть, растянуть поясничку и вывести солнечным сплетением вверх. И еще немножко поработаем, чтобы получить хотя бы какое-то представление о утомлении от этого упражнения. Выдыхаем. И глубокий вдох. Выдох. Еще поработаем чуть-чуть. Угу. И еще пару раз. Достаточно. И теперь берем аналог предыдущего упражнения, тяга вертикального блока. Маша, давай, оно тебе знакомо. Покажи, как ты его делаешь в своих тренировках. И выдох, вдох. Ну, здесь видно, человек тренировался. Спинка ходит хорошо. Угу. Также выполним такое же количество повторений, как и в петлях TRX. 10-15. И потом обсудим ощущения. Итак, Маш, ну вертикальная тяга, я так понимаю, тебе уже знакомый тренажер, да? Теперь поделись, пожалуйста, своими ощущениями о петлях TRX. Ну, может, потому что я первый раз делала, но больше почувствовала плечи. Больше руки устали? Да. На спину как-то не пошло. Угу. То есть можно сделать вывод, что тебе с непривычки было тяжелее концентрироваться, да? Ну, да. Именно в этом упражнении. Общая усталость или как-то тяжело? Ну, понятно, там мы весом регулируем, здесь что еще, но мы показали, да, тебе неудобно, у нас полы не очень подходят. То есть концентрироваться было тяжелее, чем в тренажере, да? Хорошо, переходим к следующему упражнению. Таз тоже опускай. Итак, второе упражнение. Для грудных, для плечевого пояса, для трицепсов отжимания в петлях TRX. Естественно, оно будет немножко потяжелее, но мы регулируем близостью постановки ног. То есть чем дальше ноги, тем вам тяжелее. Чем ближе, тем, соответственно, легче. И потом сделаем аналог этого упражнения с гантелями. И еще парочку. Раз, два. И делаем аналогичное упражнение предыдущему, жим с гантелями.
то, что Маша уже умеет делать. Сейчас немножко мы подкорректируем. Локти сильно не разбрасываем. Немножко вперед. Это упражнение ей знакомо. Здесь также, почему мы взяли не штангу, не тренажер, а именно гантели. Здесь также много степеней свободы. Также сильно задействуются стабилизаторы, практически как и в TRX. То есть по сложности оно для новичка где-то приблизительно похоже. И также выполним 10-12 повторений. Угу. Еще парочку. И еще разочек. На коленки поставили. Оп. Молодец. Ну что, Маш, теперь давай про отжимания. Как? На TRX отжимания мне вообще не зашли. Было очень сложно Так. равновесие держать. Равновесие. То есть, да, опять у нас вопрос со стабилизаторами. Гантели, я смотрю, тебе более привычно, да? Ты с ними уже работала. Ну, да. А вот вспомни, пожалуйста, когда ты начинала делать. Тренажером начинала делать или гантелями сразу училась? Ну, если помнишь, конечно, первые шаги. Ну, в СМИТе делала В СМИТе делала отжимания? жим. Жим? Ничего себе, у тебя тренер жесткий, Андрюха был. То есть, итак, подведем итог. То есть в отжиманиях тебе тяжелее всего опять же равновесие держать было, да? Если в подтягиваниях сконцентрироваться именно на сведении лопаток было тяжело, то здесь в исходном положении, да, уже было тяжело тебе. Понятно, продолжаем дальше. И следующее упражнение, естественно, приседания. Мы, конечно же, выбрали более простую версию. В TRX выполняют различные выпады с фиксацией ноги в петле, выпад в сторону, или как бы это сказать, да, приседание на одной ноге вперед. Ну, так как Маша еще с TRX не знакома, и она у нас все-таки в категории новичок, мы делаем простые приседания. В чем сразу плюс именно таких приседаний для новичка? Это будет, конечно же, плюс тем, что благодаря тому, что спортсмен держится руками за петли, мы нивелируем полностью любую нагрузку с поясничного отдела. И приседать можно, конечно, бесчисленное множество раз. Но сразу забегая наперед, увеличивать нагрузку здесь можно только количеством повторений. Или, как я уже говорил, изоляцией. Ну, мы сегодня не будем это показывать. Можно давать достаточно глубокую амплитуду. И так как нет у нас осевой нагрузки, ни с помощью штанги, ни с помощью гантелей, то есть для пояснично-крестцового отдела это выходит в принципе безопасно. А Маша уже походу устала просто так гонять воздух, да? Ну, да, есть. Да. Далее. Оп. И... Итак, альтернатива, естественно, мы выбрали не штангу, а гирю, так как многим женщинам, девушкам это упражнение, особенно новичкам, более понятно, более удобно. Потому что если человек тренируется с тренером, да, тренер подаст штангу на плечи и так далее, подстрахует. Если человек занимается с тренером, или он без тренера, или он начинающий, легче взять снаряд в руки, легче контролировать глубину и амплитуду. И вот такая техника многим сейчас более приемлема, как показывают наши наблюдения. Хорошо. Так, Маш, твое мнение, твое впечатление, делись. Ну, на спину нагрузки нету. Ну, на ягодицы нагрузки тоже особо нету. Тоже нет, да? Сколько ты раз присела, в принципе, вообще почувствовала ноги или ягодичные? Нет, Не ну, очень, руки да? немного. Ну, просто руки были в постоянном напряжении, да? Ну, про это я как бы вижу, что тебе этот снаряд хорошо знаком, да? Ну да, тут нагрузка больше. То есть, если брать по ощущениям, по эффекту, то есть здесь тебе как бы свободный вес, ну или там тренажер, неважно, жим ногами, да, делаешь? Да. То есть это тебе все-таки более привычно, а здесь получается и нагрузки нет, но и эффект не очень сильный. Ну, как для тебя, даже как для новичка, для человека, который год в тренажерном зале пашет. Вот, в принципе, можно подводить небольшие итоги. Так, друзья, подведем небольшой итог. Маш, как тебе, в принципе, вот, понравилось, не понравилось, вот, твои впечатления, твои... Ну, не знаю, что-то новое попробовать так. Понятно. То есть, как эффект новизны имеет место быть, да, хорошо. Далее, теперь по упражнениям пройдемся. То есть, пока мы качали спину, тебе было тяжело сконцентрироваться именно на работе той мышцы, которую мы задали, да? Когда мы качали грудь, тебе тяжело было держать исходное положение. Друзья, можно сделать небольшой вывод, что новичкам, ввиду того, что здесь слишком сильно задействованы стабилизаторы, как раз TRX и не всем подходят, и не всем подойдут.
И новичкам, именно если у человека стоит цель построить тело, сформировать, да, прокачать мышцы, то это не всем зайдет. Особенно, ну, Маша у нас уже занимается год, и у нее тело подготовленное. А теперь представьте человека, который только пришел, и еще и пришел не на индивидуальные тренировки, а в групповое занятие, там, где тренер не может подойти, выставить технику, локти, посоветовать. И теперь представьте, как надо человеку самому включить все эти стабилизаторы, чтобы правильно сделать, получить какой-то эффект. Ну, не знаю, насчет там не навреди, я не знаю случаев, как там можно навредить или нет. Поэтому можно сделать вывод, и, наверное, может, я забегаю наперед, может, возьму на себя ответственность, что новичкам, как раз именно новичкам, TRX не слишком сильно и подходит. Теперь по поводу ног. То есть, да, мы решили, что это безопасно, да, для спины, конечно, это безопасно для новичков, но прогрессировать в плане развития ног, а как мы понимаем, что ни похудеть, ни набрать мышечную массу без качественной прокачки ягодичных и квадрицепсов у вас не получится. Прогрессировать будет тяжело. Опытным спортсменам возможно, которые могут делать изолированные различные выпады, приседания на одну ногу там, с фиксацией в петле TRX, возможно, но об этом позже. А для новичка, в принципе, предел будет очень граничным и небольшим. Поэтому вывод номер один: для новичков TRX не слишком эффективен. И переходим ко второй части нашего выпуска: TRX для более продвинутых спортсменов. Вторая часть нашего выпуска будет посвящена тому, как помогает или не помогает, подходит, не подходит петли TRX, этот тренажер спортсменам продвинутого уровня. Андрюха не знал, но для него это будет сюрприз. Сегодня он будет пахать во второй части. И сейчас будет также подтягиваться. Да, мы не будем показывать, как в тренажерах, там нам все известно, как действует тренажер, на него уже видно, как они действуют. Но сегодня я его как бы немножечко выступлю в роли тренера. Предлагаю Андрюхе несколько упражнений. Мы в прошлом году делали вылазку на природу и на TRX занимались. Тогда, в принципе, нам понравилось, но тогда была другая цель. Тогда был уличный тренинг, если так можно сказать, аутдор, велосипеды, купание, там была другая тренировка. А сейчас мы именно вот пообсуждаем, скажем так, проанализируем воздействие на различные группы мышц с помощью петель TRX. И первое, также начнем с подтягивания. Андрюха, поехали. Это вот тогда ты показывал мне вот так вот, да? Так, давай, упирайся. Тут скользко. Руки. Опускайся. И погнали. Качаем твою спину мощную. Бум. Давай, смотри. В принципе, тяга произвольна. Выполняй, как тебе максимально удобно. Значит, задача накачать твою спину, офигительно налить. Видишь, криво. Сейчас мне надо Ну, поправить. криво они у тебя ерзают, старые уже. Вот это надо. О, все. Она все время сползает. Чуть-чуть еще Подлюка поправь, все, такая. хорош. Не, она будет сползать. Ладно, поехали. Поехали. То есть выбираешь максимально удобное положение рук, максимально удобный диапазон и качаем спину. Вот так хочешь? А как надо? Ну, думал, Вот так? немножечко локти сюда вот опусти. Так ты заднюю дельту, больше верхний массив. Растопыривать не надо. Во, нормально, давай. О, вижу в зеркале, хорошо. И погнал. Закачивай, закачивай, закачивай. Представь, что у тебя рабочий подход. Спешить не надо, смотрим вверх. Во. Не торопись. Так. Жопу опускай, сильно близко не своди. Грудь свел, зафиксировал. Второе упражнение. Также делаем отжимания. И качаем Андрюхину мощнейшую грудь, дельту. Ух ты. И трицепс. Еще. Закачивай. И третье упражнение в нашей связочке – приседание. Вряд ли, конечно, мы Андрюхины ноги удивим, но попробуем сделать, братан. Ну, я Раз делаю 15, давай, статики да. и руками не помогаю, если что. Ровнее голову, чтобы ты не заваливался, макушкой вверх. Растягивай ягодичную, пытайся. И от пятки включаем квадры, ну, по возможности. Да подключаем. Вот.
Попытаемся все-таки изъять максимум пользы из этого прибора для твоих мощных ног. Но если пяточками назад вставать, хоть как-то впереди квадрицепс у меня начал уже тихонечко наливаться. Начал, да? Да, да. Классы. А мы сейчас покажем. Давай, давай. Давай, подержу. Где там наш Смотри, квадрицепс? вот эта часть. Давай, давай. Сейчас, подожди. О, Да не суетись. Сука, выговор начальству. О, смотри, как сечется. ну, чем дальше пяткой и назад встаю, я очень чувствую эффектив. Ну, чувствую хорошо. Ага. Давай еще чуть-чуть поналивай его. Тя. 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 Фух. Вот эта часть работала. Вот это. И весь, в общем, подзахекался, да? Ну, как бы я сосредоточился Окей, именно на пошел, этом упражнении. И все. Ну что, Андрюха, не ожидал ты сегодня такой моей подачи? Да, ну, как бы... Давай как тебе сначала сказать? по спине. Налили спину? Ну, конечно, налили. Сильно? Ну, если бы я сделал 3-4-5 подходов, я думаю, было бы Да. весело очень. Хорошо, по грудным. Ну, грудь не так, чтобы сильно, передняя дельта, трицепс, да, зацепили. Зацепили массив груди. То есть получается у тебя И неудобно включились тут, стабилизаторы. Ну, у нас скалечный TRX, к сожалению. Если Но бы это я отжимался от особенности этого, да, это хорошо. особенности. По А вот, ногам. ну, я не ожидал. Хорошо так, в статике медленно, когда я начал выше подниматься. Если я вот прокачал ноги, и у меня, например, должна быть легкая тренировка, то как для забития, для кровонаполнения, для тонуса, ну, это есть- неплохо. Неплохо, но это не то, это не штанга, Ну, это не это. Просто чисто крови налить. В принципе, Ну, короче, для меня это ново, но этими упражнениями я не сделаю ту форму, которую хотелось бы. Именно теперь- не упражнениями, этим прибором, приспособлением. да? Ну теперь смотрите, друзья, вот мы только что поработали с девочкой, с новичком, и вот как бы поработали с чемпионом с нашим. Смотрите, какой мы сделаем вывод, в принципе. То есть, в отличие от бытующего мнения, что эти петли более безопасны, больше подходят новичкам, мы пока все совсем наоборот. Фигня полная. То есть, человеку, у которого есть база, в принципе, ему пофиг, каким прибором наливать мышцу. И для отдыха от железа, вот Андрюха говорит, да, если эта тренировка как бы легкая, то есть он классно сделает кровонаполнение и спине, которая уже сформирована, и грудным, и дельтам, и даже ногам. Вот. А для новичка там получается слишком много «но». Стабилизаторы не развиты у новичка, сконцентрироваться тяжело. По ногам прогресса вообще будет 0 в TRX. Только у продвинутого спортсмена, который, да, может работать на одной ноге, но это тоже будет гранично. Поэтому если человек новенький, и вопрос вообще стоит у спортсмена о построении фигуры, наращивании мышечной массы, увеличении этих кондиций силовых, то это, конечно, тяжело. Но если у вас уже есть база, вам надо разнообразить тренировочный процесс, то наш вердикт, что в принципе этот прибор больше подходит людям с базой. Мы не будем говорить профессионалам или да, там просто с культуристам, а именно людям, у которых есть хорошая база, заложенная тренажерным залом. И естественно плюс, да, это безопасность работы спины. Однозначно отмечаем, что девочка Даша, Маша, Маша, господи, что Андрей вот отметили, да, что можно как бы позволить расслабить спину, сделать хороший глубокий досет, налить как ягодичный, так, это да, безопасная работа. Для поясничного отдела однозначно да. Плюс его относительная дешевизна, ну, по сравнению с приборами, с оборудованием, вернее, тренажерного зала. То есть, да, на природу, как мы делали в прошлом году, можно взять такой тренажер, если так его назвать, или приспособление. Если у вас отпуск, если вы хотите сделать разнообразную летнюю тренировку, конечно же зайдет, конечно же да, но в плане замены тренажерный зал, извините, это мифический маркетинг или маркетинговый миф, не обманывайтесь. Поэтому новичку по-прежнему мы советуем тренажерный зал, индивидуальный подход, а не групповые занятия с прибором, который требует опыта, концентрации, стабилизатора и всего остального. И новичку придется сразу поднимать какую-то часть своего тела, и он не сможет взять меньше. Да он вообще куча не гантелей сможет от да, килограмма до сконцентрироваться, он не 10. поймет, что происходит.
А здесь как бы есть вариативность весами, то есть не тянешь 3, берешь 2, не тянешь 10, берешь 8, поэтому однозначно будет безопасней. Плюс, опять же, оборудование, есть тренажеры, есть свободные веса, поэтому, в общем, для продвинутых плюс, для новичков минус, для природы плюс, замена спортзала минус. А дальше решать вам, а мы благодарим вас за внимание. С вами был Константин. Андрей и Дмитрий. И мы благодарим клуб «Оранж» за предоставленную возможность снимать наши видео для вас. До новых Всем встреч. спорт!